молодая пара, Ирина и Алексей, забрала из приюта собаку по кличке Макс. Сначала все шло хорошо. Макс быстро адаптировался к новому дому, играл с хозяевами и проявлял свою добродушную натуру. Однако по ночам начались странности. Макс вставал на задние лапы, опирался на низкую ширму, отделяющую гостиную от спальни, и часами смотрел на Ирину и Алексея, пока они не засыпали. На видеозаписях было видно, что даже когда он уставал, Макс не мог уснуть. Озадаченные Ирина и Алексей решили обратиться к ветеринару. После тщательного осмотра выяснилось, что собака абсолютно здорова. Ветеринар предположил, что такое поведение может быть связано с психологической травмой. Это заставило Алексея задуматься о прошлом Макса, и он решил навестить приют, чтобы узнать больше о его жизни до того, как они его забрали. В приюте ему рассказали, что Макс жил в другой семье, которая отдала его, когда узнала, что у них будет ребенок. Чтобы перевести его в приют, они дали Максу снотворное, что сильно испугало собаку и оставило у нее глубокую психологическую травму. Теперь Макс боялся ложиться спать, опасаясь, что его снова предадут. Эта информация сильно тронула Алексея, и он вернулся домой с решимостью помочь своему новому питомцу. Понимая, что Макс продолжает чувствовать себя неуверенно в новом доме, Ирина и Алексей решили перенести его лежанку ближе к своей кровати. Они надеялись, что это поможет ему почувствовать себя в безопасности и даст возможность расслабиться во время сна. Каждую ночь они разговаривали с Максом, успокаивали его и гладили, чтобы он понимал, что здесь его любят и заботятся о нем. Зоозащитники, узнав о ситуации, посоветовали паре терпеливо работать с Максом, отмечая, что со временем он может начать снова доверять людям и научиться засыпать спокойно. Ирина и Алексей были полны надежд и готовы делать все возможное, чтобы помочь своему четвероногому другу. С течением времени Макс начал проявлять признаки улучшения. Он все чаще подходил к своей лежанке, а иногда даже пытался залезть к ним на кровать. Каждую ночь пара продолжала поддерживать его, и постепенно Макс стал засыпать быстрее. Хотя ему все еще требовалось время, чтобы полностью восстановиться, Ирина и Алексей чувствовали, что делают правильные шаги. Однажды, когда Макс наконец уснул, положив голову на их ноги, Ирина и Алексей обменялись взглядами, полными радости. Они знали, что путь к восстановлению будет долгим, но они были готовы пройти его вместе. Макс стал частью их семьи, и они были полны надежд, что со временем он научится доверять им и чувствовать себя в безопасности в новом доме. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.